Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И я решила записать этот ролик для того, чтобы вы со мной познакомились поближе. В своих комментариях вы спрашиваете, где я живу, чем увлекаюсь, есть ли у меня семья. И я решила выпустить видео, где немного рассказать о себе. Зовут меня Антонина, я живу в Киеве, я замужем, у меня 2 детей. По образованию я маркетолог, точнее у меня даже 2 образования. Первое техническое и второе экономическая специализация маркетинг. И более 10 лет я работала в рекламных агентствах. В общем-то, сделала неплохую карьеру. Я была директором большого рекламного агентства и реализовывала большие мегапроекты, ивенты, промо-туры, большие промо-акции. Мы делали и концерт Джорджа Майкла, и туры украинских звезд, и делали Евро, чемпионат по футболу. В общем-то, на тот момент мне нравилась моя работа, она давала возможности для развития и для творчества. Но я вышла замуж, переехала за город, родила ребенка и немного поменяла свой ритм жизни. Начала жить уже здесь, и поначалу мы, как классический вариант переезда за город, мы обустроили зону отдыха, сделали большой газон, посадили хвойные растения, и так мы представляли себе жизнь за городом. Но потом, конечно же, жизнь несла свои коррективы, и захотелось что-то выращивать. Я начала выращивать сначала растения в горшках, потом отвоевала часть газона, начала делать там клумбы, и потом уже замахнулась на огород, потому что дети подрастали, хотелось давать им полезные продукты органические и быть уверенным в том, что там нету никаких нитратов и химии. И постепенно меня это увлекло. Начала искать информацию об этом, начала ездить много на различные выставки. Так, а вот, кстати, моя помощница, тоже познакомим в этом ролике, да, раз мы знакомство. Она часто мне помогает, вы можете видеть ее в ролике, да, в роликах моих. Она что-то мне собирает, обрезает. Тачка у нее даже есть настоящая, да, садовая. Ну что, тебе нравится выращивать? Да. Да? Да. Какая твоя любимая, такой твой цветочек? Анютины глазки. Анютины глазки, потому что это у нас Анютка. И в какой-то момент я поняла, что я накопила уже знания и опыт, и мне хочется делиться им и рассказать, не делайте вот так вот, не делайте вот так вот, я уже это прошла. И я открыла свой YouTube-канал, где я начала рассказывать о каких-то растениях, давать советы. Также я выпустила книгу, где поделилась своим более чем 10-летним опытом земледелия и ландшафтного дизайна. Называется она «Обустраиваем дачный участок» с Антониной Лесик. Вы можете ее найти в интернет-магазинах, она еще продается. И думаю, что она будет полезна многим начинающим садоводам, так как я там, начиная от покупки участка и заканчивая малыми архитектурными формами, освещением, прошла через все этапы обустройства своего участка и старалась уберечь вас от каких-то ошибок и ненужных действий, которые сопровождают начинающих садоводов. Поэтому, если вам эта тема интересна, я думаю, что вам эта книга также будет полезна. Также я регулярно публикуюсь в профильных журналах, которые о садоводстве, и я сотрудничаю с несколькими национальными телеканалами. Сейчас у меня уже на данный момент более 300 авторских программ в сфере садоводства и кулинарии. Также я увлеклась флористикой, мне нравится создавать не только какие-то интересные композиции на земле, но и также в интерьере. И еще мне нравится создавать авторские украшения. Я делаю много там и серьги, и бусы, но это больше для себя, для друзей. Но все-таки это как вид творчества. Я вообще считаю, что творчество обязательно должно присутствовать в нашей жизни, и оно дает тебе реализацию, дает тебе силы, энергию. И садоводство – это, как по мне, так это чистый вид творчества.
Как художник на холсте, на бумаге создает какие-то свои рисунки, так и я на чистом куске земли создаю какие-то свои палитры, цветовые решения, сочетания форм, объемов. Плюс это все еще не статическая картинка, она постоянно изменяется с временем года, со временем что-то подрастает, что-то я убираю, дополняю. И все это действительно такое чистое творчество и реализация. Я когда выхожу утром в свой сад, поют птицы, я наблюдаю, как то, что я задумала, то, что я придумывала, какую-то композицию в саду, она реализовалась, и это вот выглядит, плюс-минус так, как я это думала. Я получаю от этого невероятный заряд энергии, и мне хочется творить дальше и создавать какие-то новые продукты и делиться этим с вами. Я и дальше буду развивать этот проект. Мне хочется, чтобы как можно больше людей прикоснулись к этому прекрасному занятию садоводства, и оно действительно дает тебе и силу, еще и пользу, если вы высаживаете какие-то полезные растения. Потому что в нашей стране очень часто садоводство не воспринимается как занятие для души, для творчества, а больше такое утилитарное, например, просто навести порядок у себя на участке и вырастить что-то полезное, чтобы съесть. Иногда я вижу людей, которые, переезжая за город, тут же находят себе садовников и даже не хотят прикасаться и начинать что-то делать. Но, мне кажется, вы лишаете себя колоссального радости, колоссального удовольствия, и это большая роскошь отдавать кому-то работу на земле, так как она принесет вам самим и пользу, и радость. Недаром англичане говорят, что нужно каждый день прикасаться к земле, и тогда ты будешь здоров и физически, и душевно. И, соответственно, сейчас я продолжаю все свои направления и готовлю материалы для следующей книги, снимаю ролики, работаю на телевидении и хочу делиться с вами этой информацией. Все, о чем я рассказываю, я прошла на своем опыте. Поэтому все растения, которые я показываю их только на своем участке, не где-то в горшочке в садовом центре. Я за ними наблюдала, они прошли как минимум одну зимовку, я вижу, как они развиваются, как они откликаются на те либо другие условия. Я много черенкую растений, много высеваю, пробую новые семена. Мне нравится экспериментировать. Я каждый сезон пишу себе список из новых растений, которые бы я хотела попробовать поселить у себя в саду. Конечно, круг сужается, места все меньше, но как-то я это все трансформирую, чтобы познакомиться с новыми растениями. И, соответственно, знакомлю вас с ними также. Поэтому я надеюсь, что мой канал будет вам полезен. Давайте обратную связь, задавайте вопросы, давайте мне темы для новых роликов, если вас что-то интересует. Если я об этом знаю или это растение растет у меня на участке, я обязательно о нем расскажу. И еще я веду соцсети. Подписывайтесь, это Инстаграм и Фейсбук. Я оставлю ссылки в описании. Там у меня более оперативная информация, так как YouTube немного запаздывает по актуальности. То есть пока ты снял ролик, пока смонтировал, выпустил, все равно несколько дней, неделя проходит. Поэтому в соцсетях я более мобильна, актуальна. То есть я каждый день стараюсь публиковать какие-то фотографии, видео со своего сада и давать небольшие советы. И также там же я контактирую с вами и отвечаю на ваши вопросы. Поэтому желаю вам развивать свой сад, получать от этого максимум удовольствия. И, возможно, это также вас настолько увлечет, что перерастет из хобби даже в какой-то проект и в какую-то работу, или просто станет вашей отдушиной. Поэтому обязательно выращивайте цветы, растения, развивайтесь, пусть в вашем саду будет красиво. А я с вами прощаюсь и традиционно подписывайтесь на мой канал. На самом деле для меня это важно. Ваши лайки, ваши комментарии я всегда смотрю, читаю. И для меня важна такая ваша и обратная реакция, и как показатель того, что это вам интересно, и мне хочется создавать новые ролики, если я вижу, что на предыдущем были и просмотры, и ваши реакции. Так что подписывайтесь, колокольчик, ставьте лайки. Встретимся в новых видео. Пока!